Здравствуйте, уважаемые друзья, на связи Дмитрий Китаев. В этом видео вы увидите, как мультисоветник за полгода работы по тактике олигарх просто берет бешеные проценты на реальных счетах. Сегодня видеоинтервью с одним из пользователей, который покажет, как он без внедрения в советника заработал 1500% за полгода. Интересное видеоинтервью, мы расскажем, как показывать свои мониторинги. Ну а самое главное, что каждый может точно так же. Установка советника занимает 2 часа, оформление в мониторингах минут 30-40, а дальше все советник делает сам. Но если в отчетах мы показывали работу мультисоветника на малых рисках постоянно и публиковали в каждой публикации на нашем блоге, и вы хорошо знаете эти мониторинги на малых рисках, вот как пам-счет, который 200% заработал на минимальных рисках, вы увидите, как работает советник на повышенных рисках. Очень интересно. Переходим к рассмотрению скайп-интервью. Мы звоним одному из пользователей, Кестасу. Алло. Здравствуйте, Кестас. Здравствуйте. Спасибо, что согласились дать интервью нашим подписчикам нашего канала, нашим пользователям мультисоветника. Будет тоже очень интересно узнать, как работает мультисоветник у других людей. Поделитесь экраном и продемонстрируйте, пожалуйста, результаты. Видите уже? Да, на VPS, наверное. Да. Сколько пар работает, с какими рисками? У нас работает 8 пар. Начнем с Audi USD. Риск 0,4, USD CAD 0,4, евро-доллар 0,5, USD швейцарский франк 0,3, фунт-доллар 0,11, Audi иена 0,5, евро-иена 0,2, CAD-ЧИФ 0,3. А следующий график у вас что? Следующий Нет, график? следующий это подключен MyFacebook. Отлично. То есть мы можем и посмотреть и мониторинг Да, MyFacebook. могу Отлично. показать. Давайте с него и начнем. Там все нагляднее видно. Да. Так. Так вот, начинали торговать с середины августа. Ну, не с середины, с 26 августа. Этот счет Депозит какой? Был 260 долларов, то есть. И с этого мы начали торговать. Это с бонусами, да? 200 долларов? Да, я пополнил 200 долларов, а Instaforex еще дали 30%, 60 долларов бонус, и с этого мы начинаем. Теперь, как видим уже почти за полгода наша прибыль составляет 4150 долларов. А там вот можно пощелкать баланс, Да, выше баланс. да. То есть видим, что счет не пополнялся, то есть он вот идет гладко, прибыль идет. Прибыль в процентах нажмите. Это прибыль в деньгах. Да, это прибыль в деньгах. Процентов, как выглядит помесячно, это с 2019 года, как видите, августа начинали. Первый месяц это был 22%, в сентябре было 85%, октябрь почти 50%, ноябрь 61%, декабрь 23%. Ну и на этом на 2020 году январь у нас был 76%, и февраль еще не закончился, у нас есть почти 34%. Да, там Audi иена закрывалась у нас, которая с сентября торговалась, поэтому тут много процентов. Да. Вот. А первый месяц почему мало? Потому что советник среднесрочный, он только в первом месяце в основном открывал сделки, которые в других месяцах закрывались. Поэтому первый месяц. Мы начинали только торговать там почти последнюю неделю, там 26-го. Да. И пары добавлялись у нас по мере выхода новых пар, добавлялись новые валютные пары. Поэтому сейчас у вас валютных пар, я так понимаю, насчитал 8. Да, 8. Но последние пополнили это евро-иена и канадец ЧИФ. И не помню, начиная этот фунт-доллар. Мы ждали, когда это все пройдет, эти все новости и поставили этот тоже валютную пару. Смотрите, риски большие. Какая же у вас была просадка? Нажмите просадку.
Просадка тоже не маленькая, но она достигала не 50%, почти 50%, 45% это максимальная была просадка, это 3 раза только было. А в Вот основном держится плюс-минус 30% интересный средний. момент. Я просто в приватном разговоре слышал, что вы не вмешиваетесь в работу, потому что мы одно видео показали 20 декабря, где одни из пользователей просили, как изменить Take Profit, из-за этого вошли в ненужную просадку на Новый год. Я так понимаю, вы раз не трогали доллар, швейцарский франк, у вас такой просадки большой и не было из-за этого. Вот. Да, я не трогал. Вот. Там он само собой. Я 2 раза вмешивался вручную. Это было, когда была большая просадка евро-доллар. Тогда я этот канал чуть-чуть продвигал, переставил этот Take Profit. И когда обнулились, я сам вручную закрыл эти сделки, потому что там были большой объем и большой риск. Я не хотел рисковать. Это где-то в октябре было, да? Да, правильно, да. В октябре. Я помню, тогда был такой момент волнительный. Но у меня были маленькие риски на счетах, поэтому я не дергался. А у кого риск побольше, они, наверное, переживали. Наверное, и вы в этом, в том числе, Да, я оказались. переживал, потому что я переставил и канал расширял. Там, если не расширял, он закрылся в минус. Небольшом там, но был минус. Я хотел, чтобы был хоть бы не маленьком, но в плюсе, я передвигал. Ну, вот с этой точки зрения, как вы думаете, стоит ли вмешиваться вообще? Вот расширять канал, там, не расширять? Не знаю, большинство раз я только вот за полгода, это только я 2 раза. И это 1 раз я если бы не расширял, все равно было, они закрылись по Take Profit. Евро это было там с минусом, а вот другая пара была, конечно, в плюсе. Ну да, остальные пары закрываются с профитом. И вот тот случай, когда мы на Ютубе рекомендовали 20 декабря там расширить канал, люди спрашивали, как это сделать, мы видео показали. Практика показала, что лучше вообще не вмешиваться. Советник лучше знает, где развороты, так как измеряет волатильность на полном автомате. Ну что ж, интересно. По месяцам мы посмотрели. Давайте по мониторингу Instaforex еще пройдемся. Хорошо. То есть, чтобы люди знали, как в этот счет инвестировать, мы инструкцию дадим под этой записью. Вот так потихоньку изменялся баланс. Как мы видели, без пополнения, это чисто инвесторов здесь пока нету. Я думаю, что кто-то из наших слушателей делает первые инвестиции в этот ПАМ. Давайте посмотрим. Продвинутый нажимайте. И условия инвестиций. Инвестиции нажмите. Вижу. То есть здесь получается минимальная инвестиция $50, комиссия 50%, и чем больше инвестиция 300, там 45% комиссия, больше $3000 35% комиссии. Ну, стандартные обычные условия для инвестора. То есть комиссия берется только с прибыли. Все сделки у вас открыты, я так понимаю, нажмите сделки. Да. То есть, чтобы понимали, что никакого подвоха здесь нету, мы ссылки и на этот ПАМ дадим, и на MyFacebook, и на MyFacebook сделки открыты, и здесь у брокера сделки открыты, поэтому можно просто сравнить все историю сделок. Поэтому это к вопросу о том, что можно ли подделать мониторинги на MyFacebook. Ну, если там что-то можно подделать или каким-то образом, то у брокера точно не подделаешь. Поэтому сделки и текущие, и из истории открыты, поэтому невозможно так все изменить, поэтому все открыто. То есть это по-настоящему работает так мультисовет. Медленно грузится, но я думаю, что пользователи сами смогут это понажимать и все увидят. Дальше главную нажимаем. Прибыль в процентах. Обратим внимание, что нажмите прибыль в процентах, что мониторинг показывает там 389%. Кстати, здесь видны и просадки. Красная линия это средства, как изменялись, а зеленая это закрытие сделок по балансу. То есть просадки, как видим здесь, вот как и MyFacebook показывал, где-то в районе 44-48% максимальная. Да. Вот. Да, правильно. Да. И еще раз уточню, почему здесь показывает 394, выше чуть-чуть покрутите, там общий профит 349%, а на MyFacebook показывает 1500%. Давайте зайдем еще раз на MyFacebook. Да, вниз пролистаем. проценты. За август 22%, за сентябрь 85%. То есть в сумме Instaforex посчитает как 107%. А на самом деле, если вы там положили, там, скажем,
$1000, и она заработала 22%, то уже депозит стал $1220, и 85% уже не от 1000 считается, а 1220. И будет на самом деле не $850 профита, а где-то около 1220. Поэтому получается за 2 месяца не 100% прибыль, а согласно сложного процента это уже будет где-то 140%. И таким образом, накапливая каждый месяц за счет реинвестирования, получается 1500%. То есть абсолютный результат от депозита. А в Instaforex так подсчитывается, там сложный процент не учитывается. То есть там просто как бы складывается прибыль от каждой закрытой сделки и не учитывается, какой был первоначальный депозит. Это я для пользователя разъясняю, почему разница в процент. То есть реальный профит у нас 1500% получилось. Еще раз вверх покрутите, посмотрим вот эту табличку сверху, нажмите на рост, вот как изменялся прибыль в процент. По графику это видно. Еще несколько вопросов. Порекомендовали бы вы своим знакомым этого мультисоветника? Как вы считаете, он достоин? Конечно, те, которые не имеют время и не хочет там переживать, конечно, это очень большой помощник в этом деле. Конечно, рекомендую. Это потому что и советник можно самому настроить и риски, и прибыль. Ну, все там ясно, и он хорошо. Ну, если что, мы поможем. По скайпу консультации мы всегда же организовываем. И, по-моему, я вам помогал устанавливать, потому что не знали, как установить. Да. А как же без вас? Вот, поэтому в этом проблем нет. Скажите по рискам. Как вы считаете, вот торговать с такими рисками опасно? Может быть, если один депозит, так не стоит с такими рисками торговать? Как вы к рискам подходите? Ну да, я согласен, потому что это небольшой еще депозит, можно такой суммой рисковать. Но, конечно, если там будет 50 тысяч, конечно, риски надо уже унизить, потому что это и психологически сложно уже. Думаю, что надо, и рынок не всегда бывает тот же, какой был вчера. Надо это понимать. Правильно. Ну, тут по суммам, конечно, у каждого свой порог, чувствительность. Каждого кто-то $100 может рисковать по максимуму, а кто-то и, как вы, тут 3-4 тысячи долларов рискуете. Поэтому каждый может выбрать свой режим риска. Под этим видео будет ссылка на статью, где и табличка рекомендованных рисков. Поэтому да, это вы понятно. это узнаете. Полгода прошло, максимальная просадка там была 50%. 40 с копейком, да, так это не маленький промежуток времени, и можно понимать, что какие бы риски на рынке, что было. Так это, я думаю, да, это здесь вроде бы нормально. И Трамп в Твиттере писал тут, и он помогал. Коронавирус, что только тут каких стрессов не было. Советник выдержал, и это очень радует. Инвестируйте, друзья, в этот ПАМ. Он, советник, работает. Как мы слышали, Кестас там не вмешивается в него, и можно легко там подработать небольшими суммами. Либо покупайте, приобретайте мультисоветника, мы поможем вам настроить. Ну и лайкайте по этому видео, распространяйте, показывайте своим друзьям. Спасибо, Кестас, еще раз. Желаю вам успехов в бизнесе, торговле, на Форекс. Счастья, удачи в делах. До свидания. Спасибо вам. До свидания. А что же показывают наши счета, которые торгуют на минимальном риске? Итак, счет 806 909 66 готовится получить профит по паре доллар-швейцарский франк. Откроем его, посмотрим, где он тут. Вот он, до take профита тут чуть-чуть осталось пройти. Счет также на минимальных рисках. Здесь, если пройдет еще 10 пунктов, больше $1000 будет по доллару швейцарскому франку. Ну а по остальным парам также он потихонечку отработает в своем канале согласно алгоритму. Пока видео домонтирую, и пару тысяч долларов прилетит.